Европа решила очиститься. Министры 6 стран ЕС запускают новую эру депортации. Кого выдворят из своих стран и кто уже полетел домой? США хотят нового наступления ВСУ на линии фронта. При этом Киев заговорил о переговорах с Москвой, а Кремль ответил взаимностью. Заявление. Граждане РФ требуют переговоров с Украиной, а уровень поддержки ВС РФ снижается. Сколько процентов населения все же хочет продолжения боевых действий? Обсудим результаты опроса. Массированные удары и атака по Украине, а также требование стать на путь мира. Эрдоган срочно созвонился с Путиным. Позиции сторон. Зеленский ведет страну к авторитаризму. Западная пресса выпустила несколько материалов с критикой Банковой. Мировая пресса пишет, что у Украины два врага с одним именем – Владимир. Масштабный митинг в центре Киева. Новая война через 1,5 года в Европе и на Тайване. Российские войска устроили штурм позиций противника в Узбекистане. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время передку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Европа решила очиститься. Министры 6 стран ЕС запускают новую эру депортаций. ЕС устал быть приютом для тех, кого не выбирал. Накануне в Германии произошло событие, которое может изменить миграционную политику всего Евросоюза. Министры внутренних дел Германии, Франции, Польши, Австрии, Чехии и Дании выступили единым фронтом за ужесточение правил предоставления убежища. Главная новость – депортации в Афганистан и Сирию снова становятся нормой. Как сообщает Рейтер, в рамках встречи в Берлине министры договорились о целой серии жестких мер, которые можно смело назвать началом операции очищения Европы. В центре плана возвращение нелегалов и преступников в третьи страны, создание лагерей за пределами ЕС и давление на государства, которые отказываются принимать своих граждан обратно. Европа должна действовать решительно и едино, заявили министры, демонстрируя полную политическую синхронность. Перед этим решением, кстати, депортировали 81 афганца из Лейпцига в Кабул. Это был первый такой рейс после смены правительства в Германии. Среди высланных осужденные за насильственные и сексуальные преступления. Каждому из них вручили по 1000 евро наличными, чтобы суды не заблокировали депортацию на основании гуманитарных обстоятельств. Мы сделали это при поддержке стратегических партнеров. Катар поддержал нас в этом как стратегический партнер. Однако я также хочу ясно заявить, что в будущем мы должны иметь возможность проводить такие депортации без стратегических партнеров, в том числе в Афганистан и Сирию. Мы все обеспокоены тем, что чрезмерные требования, предъявляемые к нашим странам из-за нелегальной миграции, в значительной степени способствуют поляризации общества. Мы хотим противодействовать этой поляризации. И теперь о ситуации в Украине. Она не победит, если будет находиться в обороне. Внимание западной прессы вновь приковано к заявлениям Трампа и его переговорам с Зеленским. Вашингтон-Пост посвятил целый материал тому, каким образом менялось отношение республиканца к Путину и как нарастало разочарование. По данным автора материала, во время июльских бесед Трампа и Зеленского первый заявил, что Украина должна пойти в наступление. В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей нужно перейти в наступление, сказал украинский чиновник. Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил, если у нас будет подходящее оружие, мы сможем. В Белом доме, как вы помните, подтвердили, что подобный разговор был, но Трамп не призывал бомбить российскую столицу или Санкт-Петербург. А потом сам Трамп заявил, что Зеленскому бить по Москве не стоит. К тому же США не собираются передавать Украине дальнобойное оружие. На фоне таких материалов в Украине заговорили и о необходимости давления на Россию, и о необходимости вновь садиться за стол переговоров украинской и российской делегациям. Зеленский, который провел масштабные перестановки в правительстве, заявил, что поговорил с уже бывшим министром обороны, а ныне главой Совета нацбезопасности и обороны Умеровым, среди прочих задач возобновление диалога с Москвой. Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины. Третье. Активизировать переговорный трек. Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе. В Москве, напомню, уже несколько раз заявляли, что готовы к переговорам, но ждут согласования даты для новой встречи. Слова Зеленского в Кремле также услышали и назвали позитивным сигналом. Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу. В
то же время в России за проведение переговоров с Украиной высказываются 2/3 граждан. Таковы данные Левада-центра, которые называют крупнейшим независимым центром опросов на территории России. Итак, согласно его данным, рост цен остается пока самой острой проблемой российского общества на протяжении долгого времени. В июне 2025 года эту проблему отметили 58% опрошенных. Треть респондентов, 33%, тревожит война в Украине и связанные с ней проблемы. По 28% опрошенных упомянули проблему увеличения пенсионного возраста и наплыва мигрантов, 27% коррупцию, взяточничество, 26% жилищные проблемы. Кроме того, по данным опроса, который был опубликован в июле, уровень поддержки действий ВС РФ незначительно снизился до 74%. В том числе 42% определенно поддерживают, а 32% скорее поддерживают. В основном войну поддерживают мужчины старше 55 лет, не особо поддерживают женщины и молодежь до 24 лет. И, кстати, таких 16%. 7% определенно не поддерживают, 9% скорее не поддерживают. Итак, 2/3 россиян считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам. 64%. Это максимальные значения данного показателя, и фиксируются они уже второй месяц подряд. За продолжение военных действий выступает треть опрошенных, 31%. В то же время за продолжение войны выступает Медведев. Тот отреагировал на новый пакет санкций от Евросоюза и заявил, что Москва продолжит наносить удары по Украине. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой. Уже через несколько часов после этого заявления мониторинговые каналы предупредили о налете большого количества дронов на Украину, а также об угрозе ударов баллистикой. Украинская сторона заявляла о взрывах в Киеве, Одессе и других городах. В это же время ВСУ отвечали и со своей стороны. Стаи ударных дронов отправили на Москву. Взрывы гремели и в Подмосковье. В целом же в 9 регионах РФ. При этом Москве и Киеву нужны не обстрелы, а необходимы все же переговоры, заявил президент Турции Эрдоган. Он накануне провел переговоры с Путиным. В Анкаре заявили, что Стамбул по-прежнему ждет делегации РФ и Украины. Президент Эрдоган подчеркнул важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, добавив, что Турция продолжит предоставлять Стамбул в качестве площадки для переговоров, как только будут определены подходящие даты для сторон. В Кремле же, в отличие от заявлений Медведева, звучит другая позиция. После переговоров с турецким президентом у Путина заявили, что Москва настроена на, цитата, «политико-дипломатическое урегулирование». При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на Стамбульской площадке. Мировая пресса пишет и еще об одних переговорах, которые могут состояться в сентябре и стать посланием миру. Си Цзиньпинь, по версии The Times, может организовать трехстороннюю встречу уже в сентябре этого года и пригласить в Пекин на парад Трампа и Путина. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это станет сильным позитивным сигналом для мира. Образ лидеров Китая, России и США, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности. При этом советники Трампа могут выступить против его участия в такой встрече на территории Китая. Ведь если он согласится, то мероприятие будет выглядеть как дипломатический триумф Си Цзиньпина. А Трамп все же предпочитает чувствовать себя великим человеком, имеющим историческое значение. И, возможно, готов делить сцену с двумя другими сильными лидерами великих держав, но предпочтет встретиться с ними на территории США. Это цитата из материала издания. Друзья, итак, что думаете об опросах, которые провел Левада-центр? Как считаете, о чем говорят данные цифры, которые были опубликованы именно сейчас? Верите в эти данные или нет? И пойдет ли Украина в наступление, о котором говорил Трамп? Пишите свое мнение в комментариях. Если не сложно, поставьте также лайк этому видео и также подпишитесь на канал Время Прядко. А я продолжаю и дальше о критике Зеленского. Зеленский ведет страну к авторитаризму. Сразу два западных издания с разницей буквально в сутки выпустили материалы с жесткой критикой Банковой. Financial Times пишет, что антикоррупционные рейды против известных украинских деятелей и шаги по продвижению лоялистов на ключевые посты привели к обвинениям в том, что правительство президента Зеленского скатывается к авторитаризму. В частности, политики, активисты и дипломаты обвиняют его в хорошем отношении к тем, кто ему лоялен, а также в том, что Зеленский использует чрезвычайные
полномочия, предоставленные в условиях военного положения, для устранения критиков, подавления лидеров гражданского общества и консолидации контроля. Такую тактику называют российским стилем. Возмущение усилилось после того, как в прошлую пятницу сотрудники Государственного бюро расследований в масках и с оружием ворвались в дом известного антикоррупционного активиста Виталия Шабунина в Харькове, изъяв телефоны, ноутбуки и планшеты. Примерно в то же время следователи ГБР и вооруженные агенты провели обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова в Киеве, забрав его мобильный телефон и другие устройства. Власти заявили, что обыски связаны с расследованиями коррупции. Издание The Spectator вышло с заголовком «Украинцы потеряли веру в Зеленского». В материале также упоминают Шабунина, Кубракова и антикоррупционные рейды. Кроме того, автор материала пишет, что Путин решил продолжить войну, потому что разведка доложила ему, что Украина находится на грани краха. Далее цитата из материала. «В Украине заканчиваются боеспособные солдаты, ее фронтовые бойцы измотаны, а военная поддержка США сузилась до акцента на противовоздушной обороне. Правительство в Киеве сотрясают коррупционные скандалы и чистки, общественная вера в будущее и в лидеров падает, а давление с целью заключения мира почти любой ценой нарастает». Конец цитаты. Кроме того, в публикации говорится о том, что у Киева есть два врага с одинаковым именем. Предлагаю послушать. У Украины два врага, два Владимира. Зеленский и Путин, говорит бывший министр кабинета Зеленского, некогда ярый его сторонник. Путин разрушает Украину снаружи, но Зеленский разрушает ее изнутри, уничтожая волю к борьбе и моральный дух. Права человека попираются, оказывается давление на политических оппонентов, богатые и влиятельные люди, которые могли бы поддерживать оппозицию, подвергаются экспроприации, а оппозиционные СМИ заглушаются. И ирония в том, что эта путинизация Украины финансируется Западом. В материале также упоминают о принудительной мобилизации в Украине, которую называют бусификацией. Параллельно с этим отмечу, что в Киеве накануне состоялся масштабный митинг на Майдане Незалежности. С требованием к власти вышли родственники военных, которые пропали без вести. Люди требовали не забывать о таких пропавших, а также были недовольны, что родственникам приходится собирать десятки справок для того, чтобы получить помощь от государства и доказать, что их родные пропали на фронте. 2027 год может стать годом двойного удара. Европа и Тайвань на грани большой войны. 18 месяцев столько осталось у Запада, чтобы не проиграть следующие, практически мировую. Главнокомандующий американскими силами в Европе генерал Алексус Гринкевич выступил с мрачным и взрывоопасным предупреждением, которое созвучно с тем, что ранее озвучивал генсек НАТО Рюте. Итак, Россия и Китай готовятся к скоординированной атаке одновременно в двух точках планеты, и дата уже на горизонте – 2027 год. По словам Гринкевича, Пекин и Москва действуют синхронно, как два кулака, которые готовы нанести удар по Западу. Если Китай пойдет на Тайвань, Россия почти наверняка атакует Европу. Все произойдет одновременно. Обратный отсчет пошел, намекает генерал. У ЕС и США есть всего 1,5 года, чтобы усилить оборону, перевооружиться и подготовить граждан к новой реальности. При этом та же Германия к такому развитию событий не готова. Как сообщает Bild, даже внутри немецкого правительства растет тревога. Берлин открыто признает, что будет готов к серьезной обороне не раньше 2029 года, а Москва это слышит и делает выводы. По данным инсайдеров, ФРГ опасаются, что Россия может ударить уже в 2027 по слабому звену НАТО, возможно, по Балтике, возможно, по Скандинавии, возможно, по логистике. Если президент Китая Си Цзиньпин предпримет шаги против Тайваня, он, вероятно, скоординирует их с президентом России Владимиром Путиным, что открывает возможность глобального конфликта, заявил генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США. «Для меня это означает, что оба события могут произойти одновременно», — сказал он. Напомню, ранее западные разведки заявляли, что война между НАТО и РФ может произойти до конца этого десятилетия, ближе к 2030 году. Теперь же звучит новая дата – 2027 год. В России неоднократно опровергали подобные заявления и говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать. Каковы мысли ваши по этому поводу? Оставьте их под этим видео.
Штурм на мотоциклах и дроны в небе Узбекистана. Россия провела спецоперацию по захвату условного противника. Все с целью демонстрации военным Республики Центральной Азии. Пока это лишь сценарий, заявляют представители Москвы. События развернулись на полигоне Термез. Накануне, во второй день учений, в небе над Термезом жужжали дроны. Российские и узбекские операторы отрабатывали точечные удары по бронетехнике, опять же условного противника. Все эти действия — часть совместных учений Хамкорлик-2025 или же сотрудничество, где Россия и Узбекистан показывают, как может выглядеть слаженное военное партнерство их будущего. Напомню, Россия перебросила военных 201-й военной базы из Таджикистана. Для этого подразделения совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана протяженностью более 300 километров. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, что новости за неделю, как всегда, собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!